Всем привет! Вы на канале Full Stack on Python, и сегодня мы с вами разберем теги форм и полей. Давайте откроем наш индекс HTML документ. Sublime Text — это редактор, в котором мы работаем. Открываем и пишем HTML. Задаем структуру HTML документа. Давайте назовем его теги полей. В body напишем заголовок самый жирный. Так, h1. Это у нас самый жирный заголовок, кто еще не знает. Так, назовем его теги полей и форм. Так, сохраним. Далее, давайте сразу начнем разбираться по формам. Пишем тег form, который создает нашу форму. И ему напишем метод post. Методов есть несколько, но сегодня мы с вами разберем именно post. Так, давайте создадим тег input. Это поля и формы всевозможные. Ему мы напишем type text. То есть у нас будет создано текстовое поле. Давайте создадим и посмотрим, что у нас получилось. Откроем наш индекс HTML документ. Вот у нас появилось текстовое поле, в которое мы можем вводить символы. И оно у нас так будет растягиваться. Давайте все сотрем. Так. Ему мы напишем, давайте, size. Равно будет, например, 30 символов. Пишем просто 30. Ctrl-S. Наше поле увеличилось до 30 символов. Также давайте создадим ему кнопку. Тег input. Type напишем submit. Сохраним. Посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас кнопка «Отправить». Если мы нажмем на кнопку, то мы увидим, что кнопка перезагружает страницу, то есть это кнопка отправки. Но у нас страница статичная, как называется. Если был бы сервер, то форма бы отправлялась. Так, давайте зададим ему какое-нибудь другое название. Для этого используется тег value. Точнее, атрибут value. И зададим название, например, далее. Посмотрим, что у нас получилось. Перезагрузить. Так. Отменим. Перезагрузим. Так. Подтвердите повторную отправку формы. Продолжить. Так. Давайте еще раз его откроем. Вот у нас кнопка «Далее». Посмотрим, что еще мы можем сделать. Также мы можем, как вы уже знаете, использовать тег br, чтобы сдвигать кнопку вниз. br. Давайте еще один сделаем. br. Сейчас у нас кнопка сдвинется вниз, перезагрузить. Вот у нас кнопка стала ниже. Также мы можем создать кнопку сброса. Кнопка так. Давайте button. Точнее, создадим input. И ему type напишем button. Ctrl-S. Перезагрузим.
у нас появилась обычная кнопка. В нее мы можем написать хоть что. Любая кнопка, это не рабочая кнопка, к ней мы можем потом дописать JavaScript какой-нибудь. И в принципе у нас будет, например, если мы подцепим JavaScript, то мы можем сделать при нажатии на эту кнопку, вся страница меняется в красный цвет. Либо же выдается какое-то текстовое сообщение, что более реально. Давайте напишем сюда просто кнопка. Кнопка. Сохраним и посмотрим. Перезагрузить. Вот у нас кнопка появилась. Давайте уберем BR. Так выглядит покрасивее. Так, сохраним. Перезагрузим. Вот у нас появилось две кнопки. Также мы тайпу текстерия можем задать максимальное количество символов. Это атрибут maxLength. maxLength. Давайте зададим, например, 4 символа. Если бы поле называлось, например, год. Сюда надо было ввести год. Смотрите. Все, 4 символа, мы больше не можем ничего ввести. Давайте назовем наше текстовое поле name. Ваша дата рождения. Ваша дата рождения. Ctrl-S. Посмотрим. Так. Извиняюсь. Для этого у нас используется тег placeholder. Пишется он вот так. Placeholder. И сюда мы вставим Ctrl-S. И у нас получился текст, который идет на фоне. И сюда мы, например, можем написать 2009. Все, мы дальше писать ничего не можем. Кнопка «Далее» у нас отправляет форму. Другая кнопка делает что-то еще. Так. Что мы еще можем сделать? Мы можем создать большое текстовое поле. Называется оно текстерия. Тег текстерия. Пишется он вот так. Это парный тег. Давайте ему мы напишем. Так, давайте сначала посмотрим, как он выглядит. Перезагрузим. У нас получилось вот такое текстовое поле. Давайте тут поставим пробелы. То есть BR тег. BR. 2 достаточно. Перезагрузить. У нас появилось текстовое поле, в котором мы можем вводить информацию. Информацию можем вводить хоть сколько, как вы видите. Также мы можем растягивать это поле, как вам удобно. Как удобно вашему пользователю. То есть давайте вот мы пишем. Появляется такое. Перезагрузим. У нас все сотрется. Но это потому, что у нас статичная страница. Что мы еще можем сделать? Мы можем сделать поле, например, задать ему определенные размеры. Для этого мы пишем calls. И сюда мы зададим, например, 30. Это сколько символов будет в одной строке. И rows. Это сколько строк будет всего. Давайте создадим 5. Ctrl-S. Вот у нас поле приобрело такой же размер в 30 символов. То есть сюда мы можем написать 30 символов. И всего 5 строк. Вот мы можем посчитать их. Вот их 5. Ну, также мы можем растягивать. Сюда мы также можем задать placeholder, чтобы у нас что-то выходил, какой-то текст, который мы можем стереть. Например, давайте напишем ваша биография. Ваша биография. Сохраним. И посмотрим, что у нас получилось.
Вот у нас получился текст, который мы можем стереть. Вот мы пишем свою биографию, например. Что же еще мы можем сделать с этим полем? Мы можем дать ему тег read-only. Read-only. Так. И написать какой-нибудь текст уже помимо placeholder. Давайте напишем его вот сюда. Он у нас просто так будет отображаться. Перезагрузим. Мы видим, что наше поле невозможно стереть. Оно получилось неизменяемое. Мы не можем сюда ничего дописать, ничего сделать. То есть вот я пытаюсь стереть, оно не стирается. Если же мы уберем read-only, то мы сможем спокойно стереть текст. Ctrl-S. Перезагрузим. Вот, текст стирается. Давайте оставим так. Или давайте запишем это в placeholder. Так. Все, у нас это получилось. Также есть такой тег select, который отвечает за выпадающий список. То есть, давайте напишем тег option. И таких, например, сделаем 5 штук. Так, давайте напишем здесь. Обычно пишется в первом. Выберите что-нибудь, например, выберите число, выберите цвет. Давайте напишем выберите число. Тут давайте напишем 1, 2, так, 3, 4. Сохраним. И посмотрим, что у нас получилось. Обновляется. Так, забыли поставить BR. Скопируем. Ctrl-C. И после текстерия поставим 2 пробела. Посмотрим. Вот у нас выпадающий список. Выберите число. И мы можем выбрать любое число. Можем выбрать 4. Так, 2. Так, что мы еще можем с этим сделать? Мы можем... Есть такой тег optGroup. То есть, что он делает? Давайте сохраним, выберите число. Так. optGroup. Назовем его выберите число. Ctrl-S. Перезагрузим. Так, извиняюсь. Давайте сделаем вот так. Давайте, например, 0 сюда поставим. А сюда поставим Option. Выберите число. Ctrl-S. Посмотрим. Выберите число. Так, странно, почему у нас не прописывается. Давайте попробуем еще раз написать. optGroup. Например, давайте выберем число, запишем. Ctrl-S. Перезагрузим. Так, видимо, мой браузер не поддерживает, хотя это очень странно. Но у вас здесь будет жирным шрифтом какая-то ваша заданная группа. Ее нельзя будет выбрать. И будет определенная группа из элементов. Так, давайте поставим. Так, что мы еще можем делать? Мы можем создать чекбокс. Сейчас вы увидите, что это такое. Опять же, тег input, type checkbox. Checkbox. Ctrl-S. Так, и давайте сюда напишем тег label.
Сюда уже напишем какую-нибудь информацию. Например, вы согласны? Сохраним. Так, поставим сюда BR. Сохраним еще раз. Посмотрим, что же у нас получилось. Вот у нас получилась такая форма с галочкой. Было бы удобно, если бы мы могли, нажимая на текст, отмечать галочку. Давайте это сейчас сделаем. Тут всего лишь нам надо задать какой-нибудь идентификатор, то есть ID. Мы с вами это уже разбирали. ID, и назовем его for. И в лейбл мы напишем for. И сюда мы напишем название нашего ID, также for. Сохраним. И посмотрим, получилось ли у нас это сделать. Вот я нажимаю на текст. И у нас галочка отмечается и убирается. Давайте поставим опять тут 2 пробела. Есть такая кнопка Radio. Радио кнопка, как ее еще называют. Input. Type Radio. Прописывается вот так. Так, тут мы можем создать несколько радиокнопок. Давайте между ними также сделаем пробелы. Так, давайте еще раз. Input. Type Radio. Так, назовем ее как-нибудь. Давайте напишем что-нибудь. Например, да. Давайте yes. No. Сохраним. Посмотрим. Так, почему не сохранилось? Yes, no. Да, вот. Смотрите, мы можем выбирать что-то из этого. Давайте же сделаем, чтобы мы выбирали что-то одно из этого. Для этого нам надо дать одинаковое имя, например, yes, no. Как зададите имя, это зависит от вас. Вы можете задавать любое имя. Yes, no. Перезагрузим форму. Теперь вы видите, что у нас меняются. То есть мы не можем выбрать 2 сразу. Тут, чтобы выбирался, то есть, например, мы хотим, чтобы галочка выбиралась при нажатии на текст, мы также задаем лейбл, как и здесь. Еще что мы можем сделать? Мы можем дописать атрибут checkIt. Checkit. Сюда мы можем писать также checkit. Но это не обязательно, можно писать и просто вот так. Так, давайте сохраним и посмотрим, что у нас тут будет. Перезагрузим. И у нас автоматически выбрано первое. То есть вот мы видим. Давайте я выберу No. Перезагрузим страницу. У нас опять же будет выбрано Yes. Также, что мы еще можем с вами делать? Мы можем сделать, например, такой input и в type написать файл. Это будет добавление файла. Сохраним, посмотрим. Вот, выберите файл и сюда мы можем загрузить наш файл. Давайте поставим после no_br. Сохраняем, вставляем. Тут же так поставим. Есть очень важные элементы в input, такие текстовые поля, как пароль и email. Можно написать password.
то есть пароль. Давайте ему тоже size напишем 30. Перезагрузим. Вот у нас пароль. То есть мы видим, мы печатаем текст, у нас он закрывается сразу же. И новый HTML документ, он появился только в HTML5. Точнее, не документ, а поле. Это email. Email. Сохраним. Перезагрузим. И у нас появилось текстовое поле. Давайте, если мы его введем. Так, давайте добавим сюда кнопку отправки формы. Давайте ее уберем отсюда. И вставим вот сюда. Сохраним. Перезагрузим. Напишем любой сюда текст. Что же нам выдаст? То, что у нас нету собачки. То есть давайте поставим собачку. Форма отправилась. Так. Есть очень часто используемый и важный атрибут. Называется required. Мы можем написать его везде. Давайте, например, напишем его в password. Мы видим то, что без него у нас отправлялась форма. Required. И сюда также можем написать. Но я не буду этого делать, потому что я привык писать просто так. Сохраним. Что же теперь будет? Так, мы не перезагрузили. Перезагрузим. Заполните это поле. То есть, пока мы не заполним, нам не даст отправить запрос. Можем написать его, в принципе, везде. Давайте напишем в type text. То есть в нашем текстовом поле. Сохраним. Так, обновим. И теперь у нас спрашивает. Точнее, не спрашивает, а говорит, заполните поле. Еще есть такой атрибут, называется disable. Давайте мы его напишем вот сюда. Disable. Ну и сюда также. Так писать не обязательно. Но кто хочет, то пишет. Будет работать и так, и так. Сохраним. Посмотрим, что он нам дал. У нас кнопка поменяла цвет на серый, и она стала неактивной. Такое вы можете использовать, если вы будете, например, сайт как-то редактировать, и вам, например, не надо будет какую-то активную кнопку, либо активное поле. Его можно написать везде. Давайте посмотрим ваши домашние задания. Что вам нужно будет сделать. .3 у нас урок. И откроем PNG форму. У вас будет приложенный файл. Вам надо будет сверстать вот такую вот страницу, где при кнопке «Отправить» у вас будет, где вот эти вот звездочки стоят, это обязательные поля. То есть, чтобы стоял required, чтобы нельзя было отправить форму. У вас будет PNG файл еще раз, и вам по нему надо будет сверстать формы. То есть тут используются заголовки и все формы, которые мы прошли. Также давайте зайдем на сайт WebReference. Откроем webref.ru. Этот сайт будет в описании, как и домашнее задание. HTML справочник открываем. Смотрим тут input. Так, вот у нас атрибуты к input. Также атрибут type открываем. И вот все, что мы с вами сейчас разобрали, у нас здесь
есть в основных. Также есть дополнительные, которые появились в HTML5, но не все браузеры их поддерживают. То есть что мы видим? Поддерживается URL, то есть адрес сайта вставить, телефон, search, очень часто используется для поиска, number, range и email, который мы с вами разобрали. Также есть такой атрибут date. Он у нас, по-моему, здесь встретится. Да, дата рождения вам надо будет сделать через date. Всем спасибо. Выполняем домашнее задание и возвращаемся смотреть уже следующий ролик.